Привет, друзья! Сегодня поговорим о женщине, которая часто оказывается в центре политических обсуждений в Германии. Алис Вайдель, депутат Бундестага и одна из самых известных лиц партии «Альтернатива для Германии» АДГ. Но кто она на самом деле и что скрывается за ее словами и действиями, давайте разберемся. Алис Вайдель – имя, которое уже давно стало синонимом скандала и провокаций в немецкой политике. Вайдель родилась в 1979 году в Швейцарии, но в 1990-х годах переехала в Германию, где и стала строить свою политическую карьеру. С первого взгляда ее путь мог показаться предсказуемым: работа в бизнесе, успешная карьера в сфере финансов, но ее взрывное политическое восхождение взбудоражило весь немецкий политический ландшафт. В 2013 году она стала одним из основателей партии «Альтернатива для Германии» АДГ. И с тех пор ее имя неизменно ассоциируется с жесткой позицией в вопросах миграции, национальной безопасности и европейской интеграции. С самого начала ее политическая карьера была тесно связана с протестными настроениями, которые захватили Германию после миграционного кризиса 2015 года. Вайдель стала ярким символом оппозиции, критикуя политику канцлера Ангелы Меркель, особенно в контексте открытых границ для беженцев. Но она не просто выступала за ужесточение миграционной политики. Ее речь была наполнена ультрапопулистскими акцентами, отрицающими даже саму возможность интеграции мигрантов в немецкое общество. Что примечательно, Вайдель не боится идти на конфликт с более умеренными силами как в своей партии, так и за ее пределами. Интересно, что ее стиль – это стиль человека, который всегда на передовой. Она не просто осуждает ситуацию, она активная агитаторка за настоящую Германию против глобалистов и либеральной элиты, которые, по ее мнению, стремятся уничтожить немецкую идентичность. Хочу сразу сказать, что за этим смелым образом скрывается не только жесткость, но и четкая стратегия. Вайдель изначально делала ставку на независящих избирателей, которые разочарованы в старых партиях и хотят перемен. Она умеет играть на страхах и неуверенности людей, выгодно представляя свою партию как защитника настоящей Германии. И судя по росту популярности альтернативы для Германии АДГ, ее стратегия работает. Когда же речь заходит о политических взглядах Алис Вайдель, здесь невозможно остаться равнодушным. Для нее вопрос миграции – это не просто политический какой-то спор, это, по ее словам, выживание германской нации. Для справки скажу вам, что Вайдель считает, что Германия уже утратила свою национальную идентичность, которая не может справиться с многочисленными вызовами, такими как массовая миграция и кризис доверия к государству. Ее политические заявления часто пересекают ту грань между консерватизмом и откровенным популизмом, а также провокацией. Цитата. «Мы не можем принять всех, кто хочет приехать в Германию». Это лишь одна из множества ее фраз, которые обостряют общественное настроение. Таким образом, Алис Вайдель жестко критикует политику открытых дверей, утверждая, что она угрожает безопасности граждан, разрушает культуру и ведет к ухудшению социального положения именно коренных немцев. Но на этом ее политическая программа не заканчивается. Еще один интересный момент. Алис Вайдель – это активный противник Европейского Союза и евроинтеграции, считая, что Германия должна вернуть себе большую часть суверенитета, которую она утратила, будучи частью Европейского Союза. Она выступает за дезинтеграцию Европейского Союза или хотя бы его реформирование, что в ее понимании означает восстановление контроля над национальной экономикой, над границами и политикой. Еще одной важной составляющей ее политического стиля является правая риторика, часто критикующая либеральные ценности, мультикультурализм и международное сотрудничество. Вайдель убеждена, что Германия должна вернуться к традиционным ценностям, к тем временам, когда страна была сильной и уверенной в себе. Однако, несмотря на свою крайнюю правую позицию, интересно то, что Вайдель умело балансирует на грани, сочетая жесткую критику в адрес беженцев и власти с яркой поддержкой социальной справедливости, особенно в вопросах защиты семьи и традиционных ценностей. В этом контексте ее взгляды не являются типичными для политиков ее спектра, ведь часто она говорит о проблемах среднего класса и нуждах простых граждан, демонстрируя себя не только как противник всей системы, но и как защитницу обездоленных. Алис Вайдель – это не просто политик, она личность, которая не боится быть в центре внимания.
Кстати, ее личная жизнь не менее яркая и противоречивая, чем ее политическая карьера. В отличие от многих немецких политиков, она не скрывает свою ориентацию и открыто заявляет о том, что состоит в отношениях с женщиной. Это стало настоящим шоком для многих, особенно учитывая, что она выступает на крайне консервативных платформах и поддерживает именно традиционные ценности. Этот факт лишь усиливает ее образ как человека, который противоречит самому себе. С одной стороны, она протестует против либерализма и прогрессивных взглядов, а с другой живет жизнью, которая противоречит именно этим взглядам. Но здесь возникает интересная и парадоксальная ситуация. Алис Вайдель, как никто другой, умеет манипулировать общественным восприятием. Она не только политик, но и актриса политической сцены, которая прекрасно понимает, как создать напряжение и поляризацию. Ее личные отношения часто становятся темой обсуждения, но она знает, как этим пользоваться. Это дает ей возможность привлечь внимание к своему имиджу, как человека, который не боится нарушать правила, в том числе и в личной жизни, что усиливает ее восприятие как человека, который выходит за рамки привычных политических норм. Кроме того, ее профессиональный путь в бизнесе также сыграл большую роль в формировании ее политических взглядов. Она начинала как экономист, работала в международных корпорациях и управляла проектами в крупных компаниях, что дало ей уникальное понимание того, как работает экономика. В отличие от многих ее коллег по партии, Вайдель не ограничивается лишь политикой. Она умело сочетает ее с рыночными знаниями и стратегическими целями, что делает ее более твердой и осведомленной в вопросах управления и реформ. Будущее Алис Вайдель в немецкой политике. Этот вопрос не дает покоя многим аналитикам и политологам. В какой-то момент ее популярность стала выходить за пределы партии «Альтернатива для Германии» АДГ. Ее фигура стала ассоциироваться с более широкой политической протестной волной в Германии. Она привлекала все больше людей, недовольных курсом правительства, особенно на фоне миграционного кризиса и обострения экономических проблем в стране. Вайдель стала символом того, что называется политическим мейнстримом. Она не только вмещала в себе протесты, но и создавала новую политику, направленную на возвращение страны к старым ценностям. Но это всего лишь начало. Вопрос, который все чаще возникает в немецких кругах, звучит так. Может ли она стать лидером нации? И если да, то каким будет ее лидерство? Действительно, Вайдель уже доказала, что она способна быть настоящим политическим тяжеловесом, влияющим на ход обсуждений и на выборы. Однако, несмотря на ее рост популярности, Вайдель сталкивается с серьезными вызовами. Множество людей в Германии считают ее идеологию слишком правой, и критика в ее адрес не стихает. Ее враги часто обвиняют ее в разжигании ненависти, а также в распространении опасных стереотипов о мигрантах. Кроме этого, Вайдель продолжает оставаться главным лицом в партии «Альтернатива для Германии», и не исключено, что в будущем Алис Вайдель возглавит не только «Альтернативу для Германии», но и получит шанс стать канцлером Германии. Ее политический путь только начинается. Будет ли она продолжать бороться за свою страну или ее образ поменяется в зависимости от внешней экономической ситуации? Это вопрос, который мы все будем с вами наблюдать в ближайшие годы. Таким образом, Алис Вайдель – это фигура, которая вызывает массу вопросов и массу эмоций. Ее политические взгляды вызывают резкую критику, но нельзя не признать ее влияние на немецкую политику. Она лидер, который не боится идти против течения, и именно это делает ее одной из самых обсуждаемых персон в Германии. Делайте выводы сами, а если вам понравился мой рассказ, поддержите меня подпиской и делитесь своим мнением в комментариях. Спасибо за просмотр.